Прекрасная незнакомка. Кто она и что же с ней будет? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ну и, конечно же, кто еще не видел мои другие видео, гости канала, может быть. Ну и не только гости, залетайте ко мне в плейлисты. Много чего интересного вы там найдете. Итак, знаете, вот вы человек, который обладает, возможно, даже какой-то внешностью, такой сродни магии, да, магическая внешность. Что-то есть в вас загадочное, что-то есть притягательное. Вы человек, который и сами по себе, в общем-то, наделены очень хорошей интуицией. У кого-то может проиграться и таланты к целительству, таланты к тому же Таро, к эзотерике, да, ну, либо же каким-то магическим разным практикам, ритуалам. Причем здесь, вот кто меня смотрит давно, вы можете наблюдать такую тенденцию, что уже очень часто и все чаще как-то в раскладах показано, что действительно многие среди вас обладают магической силой. Просто не хотите почему-то развивать, у кого-то это страхи, у кого-то скептическое отношение, у кого-то, может быть, нехватка времени и так далее. Вы человек, который, в общем-то, ужасно не любит лицемерство. Лицемерие и вранье – это, наверное, такой пунктик, который вы не прощаете никогда и никому. Причем у вас в жизни были ситуации, когда приходилось расставаться даже с близкими людьми, которых вы безумно любили, безумно дорожили. Это может быть женщина, это могут быть друзья, это могут быть родственники, которые каким-то образом предали, обманули, подставили и так далее. Вы человек, который как бы насквозь видите других людей. Но опять же, здесь и могут проигрываться и ваши вот такие вот магические таланты. У кого-то может быть даже просто сильная интуиция, но людей считываете. Вот считываете, может быть, даже с полуслова, с полувзгляда. Как говорится, никто незамеченным не пройдет, никто не проскользнет мимо вашего такого зоркого взгляда, мимо вашей интуиции. У вас были, возможно, даже в жизни какие-то ситуации, связанные с магией, либо же вы что-то находили, какие-то предметы в своем доме, либо же какая-то жидкость была разлита где-то, ну там на пороге, к примеру, еще в каких-то местах. То есть уже с магией вы каким-то образом многие соприкасались. И давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, вот вы реально сталкивались с какими-то магическими, может быть, с ритуалами, с подкладами, там, я не знаю. Ну, то есть какие-то такие истории, которые затрагивали вас. Либо же вы подозреваете, что на вас кто-то что-то делает, да, вот напишите. Если нет, то пишите, значит, что нет, у меня такого не было. Всегда очень интересно читать ваши комментарии. И ваши такие истории, знаете, иногда бывают, ну, довольно душещипательные. Еще что нужно знать о вас? Кто вы, что вы, какой вы? Боже, ну какой бы вы любитель воды. Ну вы посмотрите, вода, вода, кругом вода, как в песне. Вы, наверное, не мыслите своей жизни без той самой воды, просто в разных проявлениях. Кто-то любит банально полежать в ванной, кто-то водохлеб, кто-то любит плавать. Причем вы довольно неплохо умеете плавать. Возможно, даже какой-то разряд спортивный у вас есть. Можете быть до такой степени чистоплотны, что, ну, как минимум 2, а то и 3 раза в день можете душ принимать, либо же ванную. И очень любите природу. Вот природа, животные – это ваше место силы, наверное. Это ваша отдушина. И, возможно, даже может у кого-то проиграться, что либо просто какие-то пешие прогулки на природу, к водоему. Может быть, те из вас, у кого есть какая-то своя, там, ну, я не знаю, может быть, надувная резиновая лодка, байдарка, там, либо же еще какие-то, я не знаю, сейчас, в принципе, и моторные лодки бывают в частной собственности. То есть вы любите
либо же плавать на лодке, либо просто прогуливаться к водоему, к природе. В это время вы как-то, вот знаете, как будто абстрагируетесь. Вот когда вы бываете там, где хорошо и комфортно, вот именно как раз на природе, вот водичка где, да, и неважно, это море, может быть у кого-то речка, там просто какой-то ставочек небольшой, озеро, это абсолютно неважно. Главное вот это вот сила места уединения. Вы человек, который, возможно, даже любит уединяться. Вы любите поразмышлять о жизни, о каких-то моментах, повспоминать, поностальгировать. И знаете, есть даже среди вас те, кто любит покайфовать. Вот как бы это странно ни звучало, вы можете любить даже кайфовать, и уже те, которые довольно долго, может быть, находитесь в одиночестве, вы уже кайфуете даже от того, что вы один. Вы уже привыкли. Вы уже не то чтобы смирились, вы уже просто привыкли к одиночеству. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за прекрасная незнакомка вас ждет впереди. Так. Это будет встреча такая, знаете, очень неожиданная. Встреча какая-то довольно спонтанная. Эта незнакомка будет скорее такая помоложе, чем вы, хрупкого. Ну, максимум это среднее телосложение, абсолютно не плотного телосложения нет. Большая любительница животных, как и вы. У вас, кстати, будет много, ну, впоследствии вы узнаете много чего общего и в характере, в каких-то вот вкусах, предпочтениях. То есть вы найдете вот с ней очень быстро точки соприкосновения. Прическа может быть такая, знаете, ну, это не хвостик какой-то, вот я не знаю даже каким словом назвать, но не то, что взбалмошная, но какая-то такая, знаете, почему-то она мне на гнездо похожа, я не знаю. Ну, то есть такая пушистая. Вот знаете, как каре, вот, ну, я думаю, вы знаете, да, женскую прическу каре, которая до плеч, как правило, бывает. Ну, может быть, это каре такое накрученное, ну, как-то вот пышное такое почему-то. Оно мне такое пышное-пышное гнездо напоминает, ну, в хорошем смысле слова. Это женщина, которая точно так, как и вы, любит природу. Возможно, даже она полуночница, вот сова, как еще называют, да, она любит и ночные прогулки. Она возможно, даже у нее работа как-то будет связана с там либо ночные смены, либо же она просто вот долго полуночничает. Она любительница путешествий, она активная, она не любит даже отдыхать просто лежа на диване, да, потому что кто-то любит пассивный отдых, кто-то любит активный, так вот, она любит активничать. Она приучит и вас активничать. Эта незнакомка будет, знаете, поначалу вас завораживать, потому что вот она какая-то будет другая. Что-то в ней будет такое, чего не было раньше у ваших женщин. Чем-то она будет вас таким цеплять, вы можете даже поначалу не понять, что такое, я не пойму, что меня к ней тянет, да, это может быть даже не внешность, не фигура, это что-то может быть либо в общении, либо же какая-то ее черта характера. Поначалу не поймете. Это уже потом, впоследствии, когда вы с ней все ближе будете общаться, вы наконец-то поймете то, что это как будто ваша родственная душа. Слишком много общего, слишком много каких-то общих целей, может быть, да, вы много чем похожи. То есть вам будет настолько интересно, много чего сможете обсудить. Может быть, даже кто-то поспорит, ну так, по-доброму, да, это не ругань, ни в коем случае нет. Но вот с ней будет комфортно. Здесь могут быть с ней как раз, вот вы оба, вот и она тоже, как и вы, она любит природу. Это те же самые вылазки, это шашлыки, это просто где-то полежать, позагорать на солнышке, либо прогуляться где-то в парке, в лесу, там возле речки и так далее. Будете с ней часто, даже может быть под луной гулять, будут такие полуночные прогулки, будут какие-то,
ну, я не знаю, как это назвать, посиделки у костра, может быть, да? И те из вас, я вижу, что среди вас есть кто-то, кто, может быть, владеет, ну, то ли гитарой, вот каким-то музыкальным инструментом, особенно те, кто владеет гитарой, вы, как в молодости, с гитарой у костра сможете посидеть, побалдеть, помечтать, пообщаться с этой женщиной. Эта таинственная незнакомка, она постепенно, конечно же, уже станет совсем не таинственной, потому что вы будете ее изучать, и чем больше вы с ним будете общаться, тем больше вы будете влюбляться в нее. Это будет у вас взаимно. Здесь не будет ситуации, когда ее нужно будет добиваться, там как-то горы сворачивать. Тем более вы уже не из тех, которые будут сворачивать горы, да? Пусть они стоят, правда? Вы уже в свое время насворачивались горы, и это ничем хорошим особо не закончилось. Поэтому настолько вот будет все происходить вот гладко, как-то в унисон. Вы можете даже не сговариваясь, допустим, там планировать. Ну, либо же, как знаете, это часто бывает, один подумал, второй проговаривает. Вот настолько вы будете на одной волне, настолько вы будете очень гармонично коммуницировать, что вот все будет как по маслу. Я даже вот не знаю, как это описать, но очень гармонично. Вот гармония между вами, ну, конечно же, любовь. Без любви здесь никак. Что еще будет? Смотрите, те из вас, которые имеют, может быть, частный дом, либо же дача у вас есть, сад, огород, да, вы с этой женщиной будете тоже периодически ездить, ну, если это дача, да, если нет, то, конечно же, она будет к вам и в гости приходить. И причем здесь будет такая ее помощь как-то переплетаться с отдыхом. То есть вы, может быть, и там в саду, в огороде сможете с ней поработать, и в то же время успеть и шашлыки пожарить во дворе, там, искупаться в бассейне, если он у вас есть, либо же просто там где-то в беседке посидеть, пообщаться. Ну, то есть это женщина, которая не боится, ну, такой рабочей, да, вот именно ни рабочей профессии, ни работы с землей, скажем так, да, потому что есть женщины, которые белоручки, которые скажут, все, у меня маникюр, и я ничего не буду делать, да. Это не про нее, нет. Вот она простая, она классная, она простая, и самое главное, что на одной волне. Будут какие-то моменты в вашей жизни, вот давайте сейчас уточним. Опять же, это жизнь, да? Бывают моменты и радости, и печали. Так вот, когда будут какие-то моменты, может быть, там, когда вы либо приболеете, там не очень хорошо будете себя чувствовать, может быть, там по работе какие-то неприятности, да, ну, к примеру, у каждого это по-своему, то есть, когда вы будете в грусти, в печали. Вот эта женщина, она настолько будет, настолько внимательной будет к вам в такие моменты, настолько будет заботливой, и опять же, это будет у вас обоюдно. Когда ей, может быть, взгрустнется, когда, может быть, она там либо приболеет, либо какие-то проблемы будут. Опять же, у каждого периодически возникают проблемы, вы это прекрасно знаете. Пусть даже мелкие, но все равно они порой огорчают. Вы будете успокаивать друг друга, вы будете поддерживать друг друга, и это дорогого стоит, потому что вот та самая такая трепетность, теплота и забота в отношениях, ну, это, наверное, главные киты. Помимо интима, да, но есть еще какие-то душевные качества, душевное родство, которое все-таки стоит на первом месте. Будут у вас с ней минуты веселья, будете дурачиться, да, вот как на этой карте, ну, прям не будете, конечно, стоять на голове, хотя кто его знает, может быть, кто-то из вас, да, и вспомнит молодость, и на голове постоит, и подурачится. Ну, то есть это будет и озорство, это будут шутки, это могут быть какие-то добрые подколки. Ну, то есть вы будете с ней сами собой. Возможно, где-то что-то будете вы ее аккуратно направлять. Вот, допустим, если она чего-то не будет знать, ну, опять же, это может быть в быту, это может быть, ну, я не знаю, все что угодно, да. Мягко будете ее направлять и абсолютно не будете
диктовать ей условий, вы не будете давить. Даже если что-то вам, ну, не очень понравится, может быть, она что-то не умеет делать, да, потому что, опять же, все мы живые люди, кто-то что-то умеет, кто-то что-то не умеет. Вы настолько деликатно будете подходить ко всему, настолько вы будете, я даже не скажу, что это поучать, вы просто будете, наверное, подсказывать, вот направлять как-то ее. И, ну, я не знаю даже, вот понимаете, я пытаюсь подобрать слова, чтобы это все описать, вот то, что будет происходить между вами, но это какой-то просто кайф, это кайф и гармония. Когда есть в отношениях гармония, ну, это, наверное, высший пилотаж. Хочу немножко предупредить еще вас напоследок. Будут у вас и завистники. Это может быть и как ваша бывшая проиграться. Может быть еще у кого-то женщина, которая неровно дышит к вам, но с которой вы либо же не хотите быть, либо которую не хотите замечать. Вот. Она может, опять же, вплоть до каких-то магических штук делать, какие-то ритуалы, там, колдовство, либо же сама, либо ходить, ну, то есть, чтобы вас развести, чтобы как-то вот вставить палки в колеса. Но скажу сразу, ничего не получится у нее. Либо же она найдет каких-то дилетантов. Если она будет сама это делать, то, я думаю, она тоже либо же не профессионал, либо ну, что-то не то будет делать, потому что магия это все-таки, ну, это мастерство. Это не импровизация, что хочу, то и делаю. Поэтому в этом плане можете не переживать. И даже могут доходить какие-то слухи, сплетни. Да, вы можете даже узнать, что кто-то что-то пытается, какие-то пакости вам сделать. Даже не берите в голову, потому что у человека ничего не получится. Плюс у вас будет настолько крепкая связь, настолько крепкая любовь с этой, казалось бы, таинственной незнакомкой, что, наверное, уже никто и ничто не сможет вас разлучить. Вот как в сказке, да, вот как в фильме просто. И, знаете, вот я вам искренне желаю, чтобы все это, конечно же, сбылось, чтобы вы каждый встретили поскорей эту таинственную незнакомку, которая перевернет ваш мир, которая заставит вас сиять от счастья, которая подарит вам ощущение той самой окрыленности, когда ты хочешь бежать домой, когда ты хочешь сворачивать горы, и, казалось бы, жизнь только начинается, да? Я всем вам этого желаю. Ну и, конечно же, кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!